Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня будем рассматривать узор, который подойдет для кардигана. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 8 петель на 4 ряда. Для примера мы наберем 21 воздушную петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Возвращаемся назад в пятую петлю. Отсчитываем от крючка пятую петлю. И в нее провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало первого ряда. Далее нам надо провязать еще 3 столбика с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. 2, 3. Мы с вами провязали 4 столбика с накидом в каждую петлю. 2 воздушные петли. Пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую и провязываем столбик без накида. 1. Провязали. Набираем 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. И соединительной петлей провязываем эту воздушную цепочку. У нас получилось пико. 2 воздушные петли. Пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую и провязываем 5 столбиков с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 5 столбиков с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. И повторяем. 2 воздушные петли. Пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. Соединительной петлей провязываем пико. У нас получилась вторая шишечка. 2 воздушные петли. Пропускаем одну петлю внизу. И до конца ряда мы провязываем 5 столбиков с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами провязали первый ряд. Этот ряд на схеме считается фундаментальный. Он в раппорт узора не входит. Начало второго ряда 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом, и 2 воздушные петли по рисунку. Переворачиваем работу. У нас есть 5 столбиков с накидом в предыдущем ряду. Мы заходим в 3-й столбик и провязываем столбик без накида. 1, 2 воздушные петли. Заходим в 5-й столбик в предыдущем ряду и провязываем столбик с накидом. 1,
4 воздушные петли, пропускаем пико, заходим в следующую группу из 5 столбиков с накидом. В первый столбик провязываем столбик с накидом 1, провязали. 2 воздушные петли, заходим в третий столбик в этой же группе столбиков с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик без накида 1. 2 воздушные петли, заходим в пятый столбик и провязываем столбик с накидом 1, провязали. 4 воздушные петли, пропускаем элемент с пико, заходим в следующую группу столбиков с накидом в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. 2 воздушные петли, отсчитываем третий столбик и провязываем столбик с накидом 1, без накида, извините. 2 воздушные петли и в первую петлю подъема в конце ряда мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом, плюс 2 петли по рисунку. Переворачиваем работу. У нас в предыдущем ряду есть столбик без накида. Мы заходим в него, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. Соединительной петлей вывязываем пико. У нас получилась шишечка. 2 воздушные петли. Обратите внимание на схему, там показано, что 5 столбиков с накидом нужно вязать из-под арочки. 1 арочка, 2 арочка, 3. У нас будет только 2 рабочие арочки. Мы заходим под арочку и провязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5. Мы провязали 5 столбиков с накидом из одной арочки. 2 воздушные петли, заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Петлю затягиваем. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. 2 воздушные петли, заходим под арочку и провязываем 5 столбиков с накидом из одной арочки. 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков с накидом из одной арочки. 2 воздушные петли, заходим в столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. Провязали. 2 воздушные петли, оттягиваем крючком 5 воздушных петель, которые у нас были в начале предыдущего ряда, и в третью петлю подъема провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало 4-го ряда. 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом, плюс 4 воздушные петли по рисунку. Они у нас идут как арочка для
5 столбиков с накидом. Переворачиваем работу. Пропускаем элемент с пико. Заходим в большой элемент, в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало 4-го ряда. 2 воздушные петли. Заходим в этом же элементе в 3-й столбик и провязываем столбик без накида 1. 2 воздушные петли. Заходим в 5-й столбик большого элемента предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 4 воздушные петли. Пропускаем элемент с пико, заходим в 1-й столбик большого элемента, провязываем столбик с накидом 1. 2 воздушные петли, заходим в 3-й столбик большого элемента предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли в большом элементе, заходим в 5-й столбик и провязываем столбик с накидом 1. 4 воздушные петли. В конце ряда в 3-ю петлю подъема, так крючком оттяните, и вам будет видно. В 3-ю петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. У меня получается прямой край. Это прямой край будет всегда тогда, когда вы будете заходить в 1-ю или в 3-ю петлю подъема. По рисунку просто крючком оттягиваем, и мы видим этот угол. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда, 3 воздушные петли подъема. Теперь мы работаем. У нас получилось здесь 3 арочки. Рисунок у нас получается в шахматном порядке. Мы заходим в 1-ю арочку и провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. 2 воздушные петли. Возвращаемся в ту арочку, 4 воздушные петли, и провязываем 5 столбиков с накидом из одной арочки. 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. У нас получается такая шишечка. 2 воздушные петли. Заходим под арочку в конце ряда и провязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. Точка у нас в этом случае это 4 воздушные петли. Провязали 5 столбиков с накидом. Теперь смотрите, видите, какой край? И вот чтобы его выровнять, вот какой край. На схеме дан еще дополнительный столбик с накидом. Мы крючком оттягиваем. У нас получается 3-я петля подъема. Мы заходим в нее и провязываем столбик с накидом. Тем самым мы выравниваем край. Я не натягиваю ничего, вот прямой край. Мы с вами связали 5-й ряд. Далее. По схеме у нас получается 6-й ряд будет как 2-й. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам
столбик с накидом, 2 воздушные, переворачиваем работу, заходим в третий столбик большого элемента предыдущего ряда и провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. В этом же элементе заходим в пятый столбик и провязываем столбик с накидом. Мы вяжем с вами 6-й ряд, на схеме он 2-й. 4 воздушные петли, заходим в следующий большой элемент из 5 столбиков с накидом, в первый столбик и провязываем столбик с накидом 1. 2 воздушные петли, заходим в третий столбик большого элемента и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, заходим в пятый столбик большого элемента и провязываем столбик с накидом. 4 воздушные петли, пропускаем элемент пико, заходим в следующий большой элемент, в первый столбик, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, заходим в третий столбик и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 6-й ряд. 6-й ряд по схеме у нас 2-й. Начало 7-го ряда, 3 воздушные петли подъема плюс 2 петли по рисунку. 7-й ряд такой же, как и 3-й. Это у нас изнаночная сторона, мы видим по краю. Это у нас сторона лицевая. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Схему я оставлю в конце видео. А всем пока-пока.